Друзья, приветствую вас на канале Legacy Driver, с вами как всегда я Стас, и это новая серия о Subaru, в которой я вам расскажу о своих, можно сказать, первых боевых настройках подвески, ну и вообще о разных подготовках, которые мы успели сделать в 2020 году для того, чтобы улучшить время круга на треке PCL. Поехали! Те, кто следят за моим каналом и смотрят видео, знают, что недавно на канале появилось видео о том, как мы делали замер веса, замер развесовки, так называемый corner баланс, после чего я еще успел сделать выхлопную систему. Все это происходило летом и осенью 2020 года. В общем, я уже записался на трек-день под конец 2020 года, ближе к декабрю. И для этого нам надо было уже настроить автомобиль в плане подвески. Что было у меня сделано на тот момент по подвеске? Это, во-первых, стабилизаторы поперечной устойчивости Cusco. Нижние стабилизаторы и перед, и зад. Задний стабилизатор гораздо жестче переднего. Были установлены у меня распорки верхние перед, зад. Были установлены кайловеры Tainflex Z с возможностью регулировки по высоте, по жесткости, по преднатягу пружин. И передние кайловеры можно было также регулировать по развалу, добавлять немножко негативного развала. Заводские сайлентблоки у меня стояли на тот момент, и это, конечно же, был основной минус всей моей подвески, потому что хоть они и были довольно-таки свежие, они слабенькие, особенно передние сайлентблоки в передних рычагах, но об этом как-нибудь попозже. В общем, такой вот сетап у меня был на тот момент, и с этим сетапом я собирался улучшить время круга на треке PCL. Возвращаясь к тому моменту, после того, как мы немножко подрегулировали подвеску по высоте и замерили автомобиль на весах, я поехал на сход-развал. И на сход-развале до этого я, конечно же, немножко игрался с развалом, в основном передних кайловеров. То есть там был у меня где-то минус 1,5 градуса негативный развал спереди. С задним развалом я никогда не игрался. Я почему-то был уверен, что в задних рычагах, как и в передних, есть такие типа как эксцентриковые болты, с которыми можно хоть немножко регулировать развал, но я, конечно же, сильно ошибался. В общем, я приезжаю на сход-развал, мы устанавливаем машину, устанавливаем передние кайловеры в максимальный негативный развал, и получается у нас такая картина, что сзади развал минус 2,4 градуса, 2,4 даже с плюсом, и спереди развал минус 2,2, максимальный развал, который мы смогли сделать благодаря эксцентриковым болтам спереди и благодаря кайловерам. В общем, получается так, что, во-первых, развал сзади агрессивнее, чем спереди, а это неправильно, особенно на Subaru. Если коротко, почему это неправильно, то на Subaru склонность к недостаточной поворачиваемости, и одна из версий решения данной проблемы — это как раз таки установка более агрессивного развала спереди и менее агрессивного развала сзади. Вообще, как-нибудь в будущем я сделаю полностью подробное видео о настройках подвески Subaru, для того, чтобы Subaru действительно рулилась как по рельсам. Но это в будущем. Пока что, в общем, если коротко, то получается так, что чтобы минимизировать недостаточную поворачиваемость, вам нужно, чтобы спереди развал был агрессивнее. Почему? Потому что таким образом в повороте у вас на передней оси будет больше держака. На задней оси будет меньше держака, и получается задняя ось будет проскальзывать быстрее, чем передняя. Таким образом, задняя часть машины будет доворачиваться, и перед не будет терять сцепление. Это если коротко. А тут у нас получается полностью обратная картина, что сзади развал агрессивнее. Это означает, что задняя ось в поворотах будет держаться дольше, чем передняя, несмотря на стабилизаторы и так далее. Да, это тоже, конечно же, очень сильно влияет. Но нам нужно было добиться на тот момент более маленького развала сзади. В общем, что тогда предлагает мой любимый настройщик по сход-развалу, Роман из Checkup Хулон. Кстати, очень советую моим израильским подписчикам обязательно, у кого спортивные автомобили, подъезжайте. Роман настоящий такой профессионал своего дела, настроит любую тачку, вы это увидите в следующем. В общем, он говорит: смотри, на данный момент у тебя варианта два. Или заказывать тюненные сайлентблоки, тюненные рычаги сзади, чтобы можно было настроить развал. Или же на данный момент приподнять немножко машину. Причем здесь приподнять машину, да, вы спросите. Как вообще так получилось, что
Задняя ось у меня получилась с более негативным развалом, чем спереди, несмотря на то, что спереди стоит кайловер, сзади не стоит ничего связанного с развалом. Все просто, потому что машина занижена, центр тяжести мы хотели занизить максимально, и при занижении автомобиля на заводских сайлентблоках, если автомобиль остается, то таким образом нарушается геометрия подвески. Передняя оси она нарушается определенно, и в задней оси она нарушается с помощью того, что чем ниже вы садите машину, тем сильнее загибаются внутрь колеса, и развал становится более негативным. Допустим, различные фирмы, которые занимаются тюнингом подвески, они, когда предлагают занижение автомобиля, они предлагают также и другие сайлентблоки, другие, скажем, шаровые опоры и так далее, которые будут соответствовать заниженной подвеске. Потому что геометрия, как вы уже поняли, нарушается. И на задней оси она нарушилась как раз таки тем, что колеса завалились внутрь и дали нам более агрессивный развал. В общем, времени на заказ у меня тогда каких-нибудь регулируемых сайлентблоков или рычагов не было. Надо было уже выезжать на трек-день, и мы приняли решение приподнять немножко автомобиль для того, чтобы уменьшить развал сзади. В общем, получается так, что я возвращаюсь в LP Performance, там, где мы настраивали машину в плане развесовки по весу, и мы приподнимаем там немножко автомобиль. Приподнимаем его немножко спереди и приподнимаем агрессивнее сзади. То есть получается так, что у нас задняя ось даже немножко стала выше, чем передняя, там на несколько миллиметров. Что, как окажется, в будущем тоже не совсем правильно. Желательно вообще, чтобы оси были или одинаковые по высоте, или же чтобы передняя ось была чуть-чуть выше, чем задняя. Ну, по крайней мере, так это на Subaru, и это так лучше для кольца. Почему, я объясню чуть попозже. В общем, мы приподняли заднюю ось, там, я не помню уже на сколько миллиметров. Замерили опять развесовку автомобиля, она стала не хуже, даже, может быть, где-то лучше. Замерили развесовку, баланс, все дела, все отрегулировали. И, значит, поехал я обратно на сход-развал, кроме в чекап-Хулон. Так, народ, приехал сейчас на сход-развал, на свое любимое постоянное место. Тут сейчас как раз таки настраивается вот такой вот очень интересный аппарат. Это у нас BRZ-ка с таким жестким антикрылом. Мотор сток, но подвеска доработана. Подвеска доработана хорошо. И вся суть этого автомобиля именно в рулежке. На серпантинах и на техничных треках. Судя по цвету, это у нас KW подвеска. Также тут незаводские стабилизаторы. В общем, очень интересная тачка тоже. Минус 2,5. Минус 2,1, минус 2,2. Вообще трогать не надо. Да, думаю, пока что можно так оставить. Идеально. Ага. С 2,5 на 2,1. Ну, 2,2, грубо говоря, да? Да. И бодрутофоним, да, только немножко там изменился. Да, Надо да. будет в ноль выставить. Жопку сделать. И тут ничего не надо трогать, тоже шкуры, все. Так, вот задняя ось. В общем, получается у нас тоу будет 0,0. Значит, ну а развал получился минус 2,1. Минус 2,2. Ну, в общем, мы, получается, подняли задницу примерно на сантиметр. И с минус 2,5 мы спустились на минус 2,1. И там уже мы увидели более приятные результаты. Значит, сзади у нас получился развал минус 2,2 градуса. Спереди у нас тоже остался развал примерно минус 2,2, минус 25. Ну, в общем, что-то около того, хотя бы уже развал был одинаковый и там, и там. По схождению мы выставили сзади в 0. Спереди мы выставили схождение так, чтобы передние, да, кончики колес смотрели немножечко в сторону. То есть, я не знаю, как это сказать, открытое схождение, там что-то в районе 0.2-0.3.
По кастеру у нас получилось тогда на заводских сайлентблоках что-то в районе, там, я не помню точно, уже, по-моему, 5 градусов на одном колесе и примерно 5,5 на втором колесе, что-то в этом роде. Если есть видео вставки, я обязательно вставлю, и вы увидите, сколько там у нас получилось по кастеру. Как я уже тогда понял, что что-то у меня не совсем прям симметрично в подвеске, раз кастер немножко разный, но машина не новая, так что ничего не поделать. Уже, в принципе, с этим сетапом можно было ехать на трек, но до выезда на трек нам надо было провести еще небольшое техническое обслуживание тормозной системы. Если кто помнит видео, когда профессиональный гонщик и инструктор Филипп Розин тестировал мой Subaru, ему тогда не понравился отклик на педаль тормоза. Я тогда очень грешил на неправильно прокачанную систему, тормозную систему, и я поехал, в общем, к Роис Tarox, дилер Tarox наших тормозов, в сервис, чтобы, во-первых, прокачать систему на новую жидкость. Во-вторых, передние колодки, у меня там уже оставалось примерно 20-25% колодок. Было принято решение заменить передние колодки. И также, наконец-то, установить задние армированные шланги. Мы когда-то пытались установить другие шланги. Ну, вернее, мы заказали еще давным-давно, когда я делал задние тормоза. По ошибке были заказаны тормозные шланги, армированные для STI, не для Legacy. Они немножко отличаются, серьезно отличаются. В общем, наконец-то пришли шланги для Legacy, и мы их тоже должны были установить во время этого техобслуживания. Но если все-таки коротко поговорить о тех настройках подвески, которые мы применили в тот момент, во-первых, сайлентблоки в будущем будут заменены на усиленные и с возможностью регулировки. Во-вторых, тема с более высокой задней осью, она немножко негативно сказывалась в управлении. Сказывалось это тем, что просто-напросто по инерции более высокая задняя часть норовит в повороте при резком сбросе газа уйти в занос. То есть даже когда ты этого не собираешься делать, и когда ты к этому не готов, даже в самом простом повороте иногда просто отпустил резко газ, задняя ось немножко пошла в занос. С одной стороны, это очень весело иметь такой happy tail, то есть веселый хвост. С другой стороны, это также ухудшает время круга, потому что, с одной стороны, нам нужно добиться ввинчиваемости, да, то есть ротации задней оси. При этом мы не хотим, чтобы задняя ось постоянно проскальзывала. Вы увидите в следующем видео, что контррулением будем часто отрабатывать, и я, и инструктор, который вел мою машину, будем довольно-таки часто отрабатывать занос задней оси. Так что, в общем, на будущее, чтобы вы уже знали, что оси должны быть в одной высоте, ну или как минимум передняя ось может быть немножечко выше задней, не более того. Если вы делаете так, что задняя ось выше передней, по инерции во время торможения, резкого торможения в повороте или резкого сброса газа, она будет норовить уйти в занос. Что, с одной стороны, конечно же, весело, с другой стороны, тоже не совсем эффективно для улучшения времени круга. Друзья, вот такой вот выпуск получился у меня. Обязательно оставайтесь на канале. Следующее видео выйдет уже совсем скоро. С вами был, как всегда, Стас, канал Legacy Driver. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам добра и удачи. Увидимся в следующем видео. Счастливо!